Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня, как обычно, мы постараемся с вами нарисовать что-нибудь необычное, не такое, как у всех, и рисовать будем совушек. Принты в виде сов сейчас очень часто используются в одежде, поэтому почему бы не перенести их на руки наших любимых клиентов? Эту сову мы будем рисовать с картинки, которую нашли в интернете. Единственное, что на картинке у нее был потрясающий прищур глаз. Она такая была очень загадочно прищуренная, но в таком маленьком формате на ноготочках, а ноготочки у нас еще и очень коротенькие, вот этот вот прищур передать не удалось. Почему? Потому что прищуренное веко, оно рисуется путем добавления складок на веке, чтобы было видно, что оно именно прищурено. А здесь оно такое маленькое, что складочки на нем рисовать уже было просто негде. Но до этого мы с вами дойдем, а пока начинаем со снов. Мы подготовили под наш дизайн белый цвет фона, потому что на белом цвете все наши размывки, растушевки будут смотреться очень ярко и интересно. При помощи аэропуффинга и желтого и оранжевого гель-лака мы сделали сложный фон под нашу сову. Чем больше мы усложняем фон под роспись, тем интереснее становится сама роспись. Но в этом моменте я немножечко не учла пожелания клиентки. Ей не понравился вот этот вот оранжевый цвет, он категорически ей не зашел, поэтому по итогам она сказала, что дизайн ей, хорошо, что скоро перепилим. Хотя сама по себе сова, веточка, ей все понравились, вот не зашел человеку вот этот вот оранжевый оттенок. Мы же тем временем на нашем фоне рисуем дерево и ветки. Мы рисуем его в несколько приемов путем добавления более светлых и более темных цветов гель-лаков. И стараемся здесь сразу же кисточкой создавать фактуру, то есть не просто закрашиваем, а закрашиваем какими-то пятнами, какими-то элементами, прям кисточкой натыкиваем фактуру, чтобы получилось что-то интересное. Далее точно так же фактурными движениями набрасываем себе силуэт нашей будущей совы. Обратите внимание, не распределяем гель-лак, чтобы он лег где-то равномерно, а наоборот делаем как можно большую фактуру. Переходим к созданию света теней на нашей совушке. Берем гель-лак цветом немножечко потемнее и затеняем те участки, которые будут у нас на голове, на пузике, на крылышках. В общем, все это мы делаем с картинки. И хотя в моем случае картинка совы была черно-белая, просто нарисованы контуры, тем не менее, вспоминая, как выглядит сова на других картинках, какие у нее части затемнены, какие высветлены, я переношу все это и в этот вариант. После выполнения светотеней переходим к прорисовке деталей лица совы. Лица не лица, морды не морды, я не знаю, как правильно это сказать, но тем не менее нам нужно определиться, где же у нашей совы будет носик, где будут глазики. Если мы будем сразу это все прорисовывать черной гель-краской, то в случае неудачи, возможных каких-то перетираний, у нас может черный пигмент размазаться и запачкать нашу сову. Поэтому для себя я сначала накидываю темно-коричневым цветом, где у меня будут основные элементы, а потом уже при помощи черно-белой красочки прорисовываю детально. Вот тут на этом этапе мы сначала нарисовали ей первый вариант глаз. Она у нас получилась такая в бок смотрящая. Попытались таки передать тот прищур, о котором я с вами вначале говорила, и который у нас не получился в связи с тем, что это слишком мелко.
Ну и потом, посмотрев, что все равно картинку, вот этот вот именно выражение глаз нам передать не удается, мы решили на нее забить и глаза перерисовывали еще раз и повернули их прямо на зрителя. В это же время при помощи черной красочки я добавила мелочушки на наш дизайн, то есть добавила какую-то обрисовку, какие-то детали перьев по телу совы, кое-где пробежалась непосредственно по дереву, чтобы еще дополнительно подчеркнуть фактуру, и добавила листиков дерева. На самом деле вот такие варианты дизайна очень интересно создавать. Начинается все с того, что у вас получается какое-то цветное пятно, и с каждым слоем у вас все более и более прорисовывается какая-то конкретика. Их очень интересно создавать и безумно интересно наблюдать за процессом создания. Надеюсь, вам этот ролик нравится, надеюсь, вы оцените, поддержите меня лайками. Напишите в комментариях, как бы вы изменили эту сову, то есть что бы вы ей добавили, может быть что-то лишнее. То есть пообщайтесь со мной, девочки, я всегда очень рада с вами пообщаться. Перекрываем нашу сову финишем, и поскольку это у нас в клиентках лана, поэтому перекрываем матовым топом, потому что лане можно все что угодно, только под матовым финишем. И после просыхания финиша уже белой красочкой подчеркиваем основные детали. В данном случае глаза, где-то что-то по перышкам. И для того, чтобы максимально закрасить тот оттенок оранжевого, который Лане не понравился, мы об этом помним, мы стараемся еще по веткам набросать как можно больше белых листиков, для того, чтобы просто спрятать оранжевый цвет.
Итак, вот такая вот сова у нас получилась, и создавать ее мне было безумно интересно и очень занимательно. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам. Или все-таки кто из нас прав, я или Лана? Нужен был здесь этот оранжевый цвет или все-таки он лишний? Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.